косинус в аргументе 1/2 арксинус 1/9. Пусть арксинус 1/9 равен некоторому углу альфа. Задача сводится к вычислению косинуса 1/2 альфа или косинуса альфа на 2. Косинуса половинного угла. Поскольку аргумент арксинуса 1/9 принадлежит отрезку от 0 до единицы, следовательно, альфа принадлежит отрезку от 0 до π на 2. Так как аргументом арксинуса является положительное число, то и значением такой функции будет также являться положительное число. В общем случае альфа принадлежит отрезку от минус π на 2 до π на 2. Но в нашем примере отрезок сократился, то есть осталась только неотрицательная его часть. Из определения функции арксинус следует, что синус альфа будет равен 1/9. Чтобы найти косинус половинного угла, мы воспользуемся формулой косинус квадрат альфа равняется единица плюс косинус 2 альфа, деленное на 2. Чтобы воспользоваться этой формулой, надо найти значение косинуса угла альфа. Для этого мы воспользуемся основным тригонометрическим тождеством, откуда выразим косинус квадрат альфа. Он равен единице минус синус квадрат альфа. Синус альфа равен 1/9. Подставим в это выражение 1/9. Единица минус 1/9 в квадрате или единица минус 1/81 равняется 80/81. Поскольку альфа угол первой четверти, следовательно, косинус альфа будет иметь положительное значение. То есть корень квадратный из дроби 80/81 надо брать со знаком плюс. Корень квадратный из знаменателя равен 9. Корень квадратный из числителя вычислим так. Разложим число 80 на множители. 16 на 5. Корень квадратный из 16 равняется 4. И получаем 4 корня квадратных из 5, деленное на 9. Корень квадратный из 16 равен 4. Получим 4 корня квадратных из 5 на 9. Теперь найдем косинус половинного угла альфа на 2. Это корень квадратный со знаком плюс, так как если альфа принадлежит отрезку от 0 до π на 2, то альфа на 2 будет принадлежать отрезку от 0 до π на 4. Под корнем единица плюс косинус альфа в числителе дроби и 2 в знаменателе дроби. Подставим значение косинус альфа. 4 корня квадратных из 5 на 9. Получится единица плюс 4 корня из 5 на 9. И разделить на 2 или умножить на 1/2. Приведем в скобках к общему знаменателю. Получится 9 плюс 4 корня из 5, а в знаменателе 9 умножить на 2. 9 из знаменателя можно вынести за знак корня. Получится 1/3 на корень квадратный. В числителе выделим полный квадрат. Для этого вспомним формулу квадрат суммы двух выражений. Это формула сокращенного умножения. А плюс b в квадрате равняется а в квадрате плюс удвоенное произведение а на b плюс b в квадрате. Если число 9 представить в виде суммы 4 плюс 5, а 4 корня из 5
как удвоенное произведение двойки на корень квадратный из 5, то мы как раз и получим правую часть формулы, где 4 это 2 в квадрате, 5 это корень из 5 в квадрате. То есть получаем 2 плюс корень квадратный из 5 в квадрате. Вернемся к нашему примеру. В числителе мы имеем полный квадрат. В знаменателе число 2. Дальше воспользуемся свойством арифметического квадратного корня. Корень из а в квадрате равняется модулю а. То есть получается 1/3. Извлекаем корень квадратный из числителя. Получаем 2 плюс корень квадратный из 5 по модулю. В знаменателе остается корень квадратный из 2. Поскольку число, стоящее под знаком модуля, является положительным, значит модуль раскрываем со знаком плюс. То есть получается 2 плюс корень квадратный из 5 в числителе дроби, 3 корня квадратных из 2 в знаменателе. Это ответ.